Современная фауна Евразии и Северной Америки – это лишь остаток богатой и разнообразной фауны ледникового или четвертичного периода плейстоцена, наиболее известным представителем которой был огромный северный слон – мамонт. Именно поэтому ее часто называют мамонтовой. Истоки мамонтовой фауны уходят в самое начало этого периода. Предполагается, что рассвет этого уникального сообщества животных приходился на Вюрмское оледенение примерно 100 тысяч лет тому назад. Так кто же такие мамонты и где они обитали? Давайте разбираться. Мамонты – это вымерший род млекопитающих из семейства слоновых. Наиболее древний вид этих животных появился 5 миллионов лет назад в Африке, а поздние виды мамонтов, колумбийский и императорский, вымерли примерно 11 тысяч лет назад. Реликтовые популяции шерстистого мамонта на недоступных для человека островах Арктики были еще 4 тысячи лет назад. Согласно последним генетическим исследованиям, этот шерстистый мамонт появился около 450 тысяч лет назад в Сибири, откуда распространился в Северную Америку. Как объяснил научный сотрудник кафедры зоологии Кембриджского университета доктор Ю Чен Ван, экосистема тогда изменилась, биомасса растительности сократилась и не смогла бы обеспечить пропитание стадом мамонтов. Экспертам удалось доказать, что после последнего ледникового периода ареал обитания мамонтов значительно сократился, однако они выжили в разных регионах Арктики, причем жили намного дольше, чем ранее предполагалось. Так, по последним данным, шерстистые мамонты дожили до Голоцена, современной геологической эпохи четвертичного периода, которая пришла на смену плейстоцену. Американские ученые под руководством Винсента Линча из Университета штата Нью-Йорк в Буффало даже выяснили, какими болезнями страдали последние мамонты и от чего они вымерли 4000 лет назад. В 2017 году другие ученые в генах мамонта, острова Врангеля, выявили потенциально вредные генетические мутации. Учитывая малую численность популяции от 100 до 300 особей, они предположили, что эти мутации и послужили причиной вымирания. Но какую роль выполняли эти могучие животные в древние времена? О значении мамонтов в жизни первобытных людей говорит тот факт, что еще 20-30 тысяч лет назад художники кроманьонской эпохи изображали мамонтов на камне и кости, пользуясь кремниевыми резцами и помазками с охрой, закисью железа и окислами марганца. Находки большого количества костных останков мамонта на верхнепалеотических стоянках Сунгирь и Русаниха во Владимирской области, а также развитая технология обработки мамонтовых бивней у обитателей этих стоянок свидетельствуют о том, что некоторые группы охотников-кроманьонцев могли специализироваться именно на добыче мамонтов. На местонахождении Луговское, окрестности Ханты-Мансийска, Янской стоянки первобытного человека, Костенковской стоянке были найдены кости мамонтов с застрявшими наконечниками копий, что свидетельствует об охоте людей на мамонтов. Только на русской равнине найдено более 30 стоянок позднепалеотического человека, где были раскопаны многочисленные фрагменты костей шерстистого мамонта. Мамонт представлял для древнего человека огромную гору мяса и жира и был для первобытных людей желанной добычей. Свидетельства охоты людей на шерстистых мамонтов в виде многочисленных рисунков найдены также в пещерах Руфиньяк, Франция, и на многих других стоянках древних людей Старого и Нового Света. Даже в наше время мамонты пользуются своего рода популярностью. Так, в фантастическом рассказе Джека Лондона «Осколок третичной эпохи» описывается охота на последнего шерстистого мамонта. А в рассказе Тургенева «Хорь и Калиныч» из цикла «Записки охотника» есть фраза о том, что хорь поднимал свою ногу и показывал сапог, скроенный, вероятно, из мамонтовой кожи. Это говорит о том, что знание о мамонтах – это не сегодняшняя новинка. В Госдуму РФ внесен разработанный парламентом Якутии законопроект о признании бивней мамонта не только музейными ценностями, но и ценным поделочным материалом, ведь останки мамонтов каждое лето массово вытаивают из мерзлоты. Несколько лет назад при строительстве
строительстве аэропорта в Мексике нашли кости десятков мамонтов. Исследователи говорят, что в этом районе обитало не менее 500 мамонтов. Находки последних десятилетий также свидетельствуют о довольно больших популяциях мамонтов в Сибири. Останки мамонта нашел в 2012 году 11-летний ненецкий мальчик Евгений Салиндер в 3 километрах от полярной метеостанции Сопочная Карга. Общий вес останков составил около 700 килограммов. Столь крупных находок с хорошо сохранившимися тканями не было с 1901 года. Тогда останки этого мамонта были найдены охотником Эваном Семеном Тарабыкиным на берегу реки Березовки, правого притока реки Колымы, в августе 1900 года. Известие о находке из Якутска было послано в Петербург, и 3 мая 1901 года экспедиция Академии наук выехала в Якутию. Взрослый мамонт-самец, возраст 45-50 лет, лежал в необычной позе, на брюхе, с вытянутыми вперед и слегка согнутыми конечностями. Давно оттаившая верхняя часть головы и спина были сильно повреждены хищниками. Отсутствовала большая часть хобота. На скелете были обнаружены прижизненные следы перелома таза и плеча. Скорее всего, зверь погиб практически мгновенно, провалившись в глубокую промоину или сорвавшись с обрыва. Во рту сохранились непережеванные остатки травы. Многие растения уже имели семена, поэтому временем гибели мамонта считается конец лета. Еще одна необычная находка детеныша мамонта была сделана в июне 1977 года в верховьях реки Колымы на территории Магаданской области. Расчищая площадку для промывки золота в долине ручья Киргелях, бульдозерист Логачев обнаружил в одной из мерзлотных линз труп мамонтенка. Судя по особенностям захоронения, истощенный мамонтенок провалился в яму, заполненную водой, и захлебнулся, не сумев оттуда выбраться. Довольно неплохо сохранился и ямальский мамонтенок, найденный в сентябре 1988 года на берегу небольшой речки Арибетияха, впадающей в Окскую губу. Исследования прошлого и, в частности, останков мамонтов натолкнули ученых на одну авантюрную мысль. А что, если мамонтов снова заселить на нашу планету? Так, международная команда ученых и предпринимателей объявила о создании компании «Колоссаль» по генетическому возрождению шерстистого мамонта. Вымершими животными планируется в будущем заселить Восточную Сибирь. Об этом сообщает The New York Times. Возрождение мамонтов, по мнению ученых, необходимо для борьбы с глобальным потеплением. В доисторические времена крупные животные утаптывали и уплотняли толстые слои снега, что предотвращало проникновение в почву экстремального холода. Однако сейчас этого не происходит. Компания, получившая от нескольких коммерческих спонсоров первый транш в $15 миллионов на развитие своего проекта, надеется создать гибрид мамонта и азиатского слона, максимально приближенный к настоящему мамонту, с тем, чтобы затем заселить этими великолепными животными просторы Сибири так же, как это удалось в свое время сделать в прериях с американскими бизонами, которых, правда, не пришлось восстанавливать из небытия. Генетики надеются уже через несколько лет получить первые эмбрионы мамонтоподобных слонов, а конечной целью ставится создание целой жизнеспособной популяции гибридных мамонтов. Исчезнувших животных можно вернуть к жизни двумя способами – клонированием и генной инженерией. Первый способ хорошо всем известен на примере овечки Долли, когда ДНК одного животного вводят в оплодотворенную яйцеклетку другого животного донора, а затем эту яйцеклетку подсаживают суррогатной матери. Собственно, этот метод уже был испробован с Букардо, с пиренейским козерогом, который был официально объявлен вымершим в 2000 году. Через 3 года из замороженной шкуры козерога была извлечена и клонирована ДНК, после чего суррогатная мать-коза родила козленка-козерога, и это был первый случай воскрешения вымершего вида. Увы, и первый случай повторного вымирания тоже, поскольку козленок прожил всего 7 минут. Несмотря на множество хорошо сохранившихся останков мамонтов, обнаруженных в вечной мерзлоте в Сибири, их ДНК в той или иной мере разрушена в результате длительной заморозки. И хотя ученые уже расшифровали геном мамонта, извлечь полную цепочку ДНК в том виде, какой она была при жизни животного, до сих пор не удавалось. И вот здесь может пригодиться второй метод воскрешения, так называемая технология направленного редактирования геномов CRISPR,
которая подразумевает выделение специфических генов мамонта, позволяющих ему выживать в высоких широтах, и включение этих генов в геном ближайшего ныне живущего родственника – азиатского слона. Далее все выглядит практически как в случае клонирования. Модифицированный геном имплантируется в оплодотворенную яйцеклетку слона, которая подсаживается суррогатной матери слонихи, и в теории на свет появится гибрид слона и мамонта. У этого метода тоже есть свои недостатки. К примеру, ученые не настолько хорошо знакомы с биологией слонов, чтобы с точностью подсказать, какие именно гены нужны для выживания в условиях Арктики. К примеру, им понятно, что он должен быть покрыт шерстью, обладать черепом характерной овальной формы и иметь толстый слой подкожного жира, но все остальное по большей части остается загадкой. Остается открытым вопрос, что будет, если мы выпустим мамонта в современную тундру. Ягельником он сыт не будет, это достаточно очевидно. Там почти нет белков, да и биопродуктивность по массе у него мала. Долгие годы мамонтов придется подкармливать травами. Потом они вытопчут ягельник до земли и, наконец, начнут прорастать травы. Вот только на севере России после уничтожения ягельника любит прорастать еще один тип растений – деревья. Уже с начала 18 века на Таймыре появился первый лес, а сейчас полуостров осваивается лиственницей и в других местах. Из палеонтологической летописи известно, что всего 4-9 тысяч лет назад тундры в границах современной России практически не было, а тайга выходила к Северному океану. Почему? Потому что люди леса неизбежно выигрывают у трав везде, где условия жизни растений достаточно благоприятны. Трава может доминировать над деревьями только там, где так плохо, что деревьям не выжить. Например, там, где слишком мало воды или слишком холодно. Именно так плохо и было в тундростепи прошлого. Естественно, что в таких условиях тундра будет сменяться лесом. Но сейчас потепление обещает быть куда более сильным, чем в прошлое межледниковье. Что будет, если мамонт в лесу? Здесь следует напомнить, что крупные травоядные – небольшие любители хвойных деревьев, то есть без вмешательства человека обойтись не получится. А тундра-степь просто станет тайгой, как это уже было 4-9 тысяч лет назад. Как бы там ни было, но сам по себе эксперимент очень важен. Сегодня почти миллиону видов растений и животных на нашей планете грозит исчезновение или уничтожение. И если проекту «Колоссаль» суждено быть успешным, это, по словам Лемма, откроет путь к генетическому спасению. Даже если поставленная цель не будет достигнута, по пути будут разработаны сопутствующие технологии по предотвращению вымирания видов, которые можно будет лицензировать или продать потенциальным клиентам. Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!